Немногие понимают, что происходит на самом деле. Врать не буду, я тоже не понимаю. Но как историк, писатель, как человек, там побывавший, имеющий там родственников, друзей, знакомых, я считаю необходимым поговорить с вами, дорогие друзья. Начнем издалека. Профессия обязывает. Не будем трогать Киевскую Русь, потому что Киевской Руси такого на самом деле не было. Это придумка историков, кстати, как и Византия. Украина, слово существовало давно. Это известно из тех же польских летописей, хроник, но подразумевало под собой совершенно иное, чем трактуется сейчас. Итак, вторжение Батыя, крушение русских княжеств, переход их под вассалитет иных государей. Бывший русский северо-запад, потом ставший Белоруссией, княжество Турово-Пинское, Полоцкое, Витебское, Минское, Новогрудское, отходит под власть князей литовских. Кто они были по происхождению, дело темное, здесь мы трогать это не будем, потому что на самом деле есть масса версий, откуда взялся Миндовк, откуда привел свою дружину и почему он, воцарившийся на Новогрудке, затем переехал в Вильню и объявил себя, или, скажем так, был признан соседними государями правителем этих территорий. Оставим в стороне также северо-восточные территории бывшей Руси, ставшие вассалитетом Орды. Владимирское, Московское, Рязанское княжество. Каким-то образом здесь выбивается немножко из общей картины Тверь и Великий Новгород, но их мы трогать не будем, это не предмет нашего разговора. Княжество русского юга-запада, изначально потеряв свою субъектность, Галицко-Волынское княжество существовало достаточно долго, даже один из галицких князей короновался папой-королем, но очень скоро вся эта музыка закончилась. Уже в начале XIV века начались притязания соседних государств на эту территорию, обкорнанную до нельзя. По итогу всех польско-литовских терок образовались две Руси. Русь польская – это нынче территория Львовского, Тернопольского воеводств или областей. Скорее, все-таки уже воеводств. Но пока области. Часть Волынской области с Луцком и часть Закарпатья, Коломыя и чуть дальше. Также образовалась Русь Литовская. Это нынче Житомирские, Киевские. Это было Киевское Братславское воеводство. Это территория частично Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой областей и дальше на юг до Братслава. Братславское воеводство было пограничным. Все, это были две Руси. Две Руси, принадлежащие одна Русь польская, польской короне, вторая Русь литовская принадлежала Вильне, Великому княжеству Литовскому. Дальше на восток и на юг начинались именно те самые Украины. Украина – это слово польское, ударение на предпоследнем слоге. По-украински, по-нынешнему украински, это Украина, и это правильнее, если брать этнически. Но мы говорим Украина, потому что понимаем, что это территории польские. Впрочем, достаточно долго эти юго-восточные Украины, Братславская Украина, Уманская Украина, Годячская, Лубнинская, так называемые Заднепровские Украины, они были ничьими территориями. Дальше начиналось дикое поле. Дальше начинались владения кочевников, с которыми постоянно были проблемы. Татары, Ногайская Орда. Татары вошли в силу и начали набеги на территории Литовской и частично Польской Руси, уводя полон. Сначала это не было большой проблемой, потому что не было большого спроса на невольников. Он возник позже с развитием галерного флота в Средиземном море. Та же самая битва при Лепанто, она осуществлялась исключительно галерами. Но это уже 16 век, это чуть позже. Пока же эти территории Украины, они не были нужны никому.
По той простой причине, что население, которое могло платить какую-то дань, там отсутствовало. А бесценные украинские черноземы пока еще были никому не нужны. Но время меняется. Это меняется, причем меняется очень неожиданно. Промышленная революция в Западной Европе породила большую нужду в пшенице, в зерне. Потому что территорий там мало, людей там много, и лучше строить промышленные предприятия, чем засевать пшеницей поля. Голландия, Англия требовали пшеницы. И с началом XVI века начался польско-литовский магнатский натиск на юго-восток. То есть магнаты Литвы или Польши, в основном Литвы тогда, приходили к своему князю, он же был по совместительству польским королем, и просили привилей, то есть документ на владение какими-то землями. Король с легкостью, если это было выгодно, выписывал он и привилей. Магнат заселял эти территории какими бы то ни было пахотными крестьянами, посполитым народом, и начинал возделывать шикарные украинские черноземы, выращивая пшеницу, продавая ее на запад. Логистика была крайне удачной, потому что по реке Сан эта пшеница отправлялась к Казимежу Дольнему, к Сандомиру. Там пригружалась наличные большие барки, везлась в Данциг. В Данциге большие корабли и уходила в Западную Европу. Как известно, водный путь самый дешевый. Река сама не везет продукты. А на биржах Амстердама и Лондона украинская пшеница стоила талер за пуд. Ну, потом гульден за пуд. Это огромные деньги. Но проблема была в том, что наличных сил литовских магнатов физически не хватало для освоения земель. Плюс набеги Орды. Поэтому достаточно долго этот потенциал лежал в туне, не использовался. Но началась Ливонская война. Московская Русь напрочь разгромила литовские рати, взяла Полоцк, оккупировала почти всю территорию Литовского княжества. И литовские магнаты бросились в ноги своему князю, он же по совместительству польский король Жигимонт Август. Помогите, спасите, выручайте. Ну, король был бы и рад, но политическая система Польши не позволяла ему принимать единоличные решения. Поэтому предложение о помощи Литве было вынесено на Сейм, на котором польские магнаты сказали просто: хорошо, мы готовы помочь Литве, но при условии вхождения Литвы в состав нового конфедеративного государства Речи Посполитой. Речь Посполита – это народная республика. Ну, если брать прямой перевод из Гугла. Вот создавалась новая Речь Посполитая, но дело в том, что земли южнее Припяти, все территории бывшей Литовской Руси, то есть воеводство Волынское, Братславское, Киевское, частично Черниговское, Подольское, отходили Польше. Причем все было законно. Собрались сеймики этих малых воеводств, приняли решение об уходе под руку польского короля, и король вотировал это решение. С этого момента территории Литовской Руси уходили в Польшу. Там начиналось правление польских законов, польских порядков, при котором шляхте жилось очень хорошо. Шляхта не платила налогов. Шляхта не подвергалась судебному преследованию местных властей. Шляхта имела, как это правильно сказать, неподсудность и неуправляемость местными властями. Шляхта – это военное сословие. То есть шляхтич за все эти привилегии платил одним. Он в случае войны вступал в посполитое нарушение и шел с коронным войском сражаться с врагами: турками, татарами, венгерцами, баварцами, неважно, не суть, с врагами короля. Но фишка в том, что к середине XVI века, когда случилась эта Люблинская уния 1569 года, в Западной Европе произошла военная революция. Ополченческая конница с легким холодным оружием
оказалась не востребована. Собственно, и тяжелая конница была не востребована, потому что на поле боя правила пехота, вооруженные мушкетами. Это не те пехотинцы с саблями, которых сносили конные отряды в легкую. Огромные пехотные армии с несколькими сотнями кавалеристов. Нет. Теперь пехота правила бал. Пехота расстреливала конницу издалека, из безопасного расстояния, особо не напрягаясь. Поэтому необходимость в шляхте в самой коронной Польше исчезала. И шляхта это под водительством богатов направлялась на восток. Покорять новые земли. И вот тут началось хозяйственное освоение территорий Руси и территорий Украины. Тех самых Украин, о которых речь шла в самом начале. Братславской, Уманской, Гатяческой, Лубнинской, Заднепровской Украины, которые были тогда нищие. И вот дальше начинается самое главное в истории Украины.